Всех приветствую на моем канале, и сегодня мы с вами вяжем шапочку без отворота крючком. И сразу же хочу ответить на несколько самых популярных вопросов по вязанию шапочки бини с отворотом, которые мне поступали. Итак, первый. Почему у меня получилась маленькая шапка? И вот какие могут быть варианты. Вы неверно измерили объем своей головы. И второй, это самый правильный, это толщина скрутки пряжи, которая от партии к партии отличается. Второй вопрос. Зачем и почему вы так вяжете именно таким способом? Я сразу отвечу. Если вы можете связать по-другому, вяжите любым удобным вам способом. И последний вопрос относительно пряжи. В моем уроке я рекомендую определенную пряжу. И если вы хотите вязать из любой другой пряжи, пожалуйста, делайте самостоятельные расчеты. Это все. Итак, давайте с вами приступать к вязанию. Сегодня мы будем с вами вязать шапочку бини крючком без отворота. Эта шапочка связана также рельефной резиночкой. И высоту она примерно такая же, как вот мы с вами вязали шапочку бини крючком с отворотом. То есть, если мы их сложим вместе, вот они примерно одной высоты. Только это у нас с отворотом, это без отворота. Но, тем не менее, эта шапочка вяжется несколько иначе, чем шапочка с отворотом. И сегодня в нашем мастер-классе я вам расскажу нюансы этого вязания, и мы свяжем с вами вот такую замечательную шапочку. Как я уже говорила, эту шапочку можно вязать из пряжи пехорка. Я буду вязать вот именно из этой пряжи. Это цвет 0,8 светло-серый, и здесь 150 метров в 200 граммах. Также можно вязать из пряжи Янард Альпины Альпака. Здесь 150 грамм, 120 метров. Состав у них несколько отличается. Здесь в составе альпака, шерсть, акрил, а здесь в составе шерсть и акрил. Но тем не менее, что одна, что другая пряжа, они отлично подходят, и по температурному режиму, несмотря на их отличия по составу, они примерно одинаковые. По стирке рекомендации сразу скажу: стирать что одну, что другую шапочку можно в стиральной машине при температуре 30 градусов на минимальных оборотах до 600 оборотов можно стирать, и обязательно в тугом мешочке. Не используем отбеливатели и ополаскиватели для белья, и подходит любое жидкое моющее средство. Что сразу еще хочу сказать: обратите внимание на то, что очень много зависит от партии пряжи. Бывает, что я вижу, даже на моем опыте такое было, что сажусь вязать шапочку, все то же самое, крючок тот же самый, плотность вязания та же самая, но шапка получается меньше. Беру другую пряжу, шапка получается чуть больше. Поэтому все зависит именно от пряжи. Бывает скрутка плотнее, слабже, бывает она более воздушная ниточка, и тогда размер немножечко может отличаться. Если вы связали шапочку со мной по моим рекомендациям, сейчас мы будем вязать шапочку на размер 56-58, и если вы связали ее со мной и у вас она получилась меньше, это не значит, что вы что-то сделали неправильно или я объяснила неправильно, так как наш российский производитель все-таки он не делает пряжу такую 100% от мотка к мотку, она одинаковая, поэтому такой грех есть именно вот в этой пряже, в пехорке осенней. Поэтому, если у вас получилось чуть меньше, поменяйте крючок на больше, например, на крючок номер 8, и вы получите нужный вам результат. Если наоборот у вас получилась шапка большего размера, чем 56-58, то значит смените крючок на крючок меньшего размера, допустим, на крючок номер 6, и свяжите им, и у вас получится тот результат, который необходим. Опять же повторюсь, что это дело не в каком-то неправильном вязании, или что я вам сказала что-то не так, все дело именно в пряже. Вот этим грешит именно пехорка осенняя. Итак, давайте приступать к вязанию.
Нам понадобится чуть меньше одного мотка. Также я буду использовать основной крючок, это у меня 0,7, и сшивать шапочку я буду крючком номер 6. Итак, мы берем ниточку и изначально самым обычным простым способом набираем крючком номер 7 23 петли плюс 2 воздушные петельки на подъем. Провязываем, набираем петли любым удобным вам способом. Первая петелька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и так далее. Вот я провязала 23 петельки плюс 2 воздушные петельки на подъем провязала, и начинаем вязать во вторую петельку от крючка. Вот первая петля, вторая, вот во вторую петельку я начинаю провязывать столбики без накида. Я провязала первый столбик. Нам нужно провязать сейчас 16 столбиков. Один мы провязали, вяжем еще 15 столбиков по цепочке, вот к началу нашей цепочки воздушных петель. Я провязала 1, 2, третий столбик. В каждую петельку мы вяжем столбики без накида. Четвертый, пятый столбик. И так я вяжу 16 столбиков. Вот я провязала 16 столбиков. Вот у меня начало нашей цепочки воздушных петель. Провязала 16 столбиков, ввожу крючок в следующую петельку, это будет 17 петелька, ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и протягиваю петельку через петлю, ниточку через петлю. Провязала. Одна воздушная петелька на подъем, разворачиваю вязание. И далее мы будем всю шапочку вязать столбиками без накида за заднюю стенку. Вот смотрите, вот наша петелька, вот она. Вот наш столбик предыдущего ряда. Он состоит из двух стеночек, вот, которая ближе к нам, вот это передняя стеночка, а которая дальше от нас, это задняя стеночка. Так вот, за заднюю стеночку мы далее и будем вязать. То есть мы вводим крючок именно вот за заднюю, подхватываем заднюю стеночку, вот она. Ввели крючок, подхватили рабочую нить и провязываем. Сейчас в обратном направлении у нас должно получиться 17 столбиков. И тут очень важно, когда мы вяжем шапочку, просчитывать и в одном, и в обратном направлении просчитывать столбики, чтобы не было нигде перекоса. Я провязала первый столбик, также за заднюю стеночку провязываю второй, опять за заднюю стеночку провязываю третий, четвертый, шестнадцатый и 17 столбик мы будем вязать не за заднюю стеночку, а за полную петлю. Вот, ввели крючок и за полную петлю за обе стенки провязываем столбик без накида. Далее провязываем одну воздушную петельку на подъем. Мы будем вязать по одной петельке на подъем и в конце, и в начале ряда. То есть это у нас кромочный ряд, а там, где у нас начало на цепочке воздушных петель, это макушка, а это у нас вот это вот кромочный ряд по шапочке. Вот у нас сюда макушка, а это кромочный ряд. Поэтому мы будем провязывать и здесь одну воздушную петлю подъема, и на макушке. Провязали одну воздушную петельку подъема, разворачиваем вязание и опять вяжем за заднюю стеночку. Сейчас у нас должно получиться также 17 столбиков. Мы будем вязать
до конца, вот в сторону цепочки воздушных петель, довязываем сюда до конца 17 столбиков и будем прибавлять петельки. Я покажу, как мы их будем прибавлять. Поэтому провязываем до конца 17 столбиков без накида за заднюю стеночку. Вот я провязала 17 столбиков, и теперь нам нужно 2 столбика добавить. Вот 17 столбик у меня сюда провязаны, все за заднюю стеночку мы вязали. Вот в следующую петельку на цепочке воздушных петель мы вводим крючок, провязываем 18 столбик, а в 19 вводим крючок, подхватываем рабочую ниточку и протягиваем через петельку. Вот так вот. Вот так получилось у нас. Опять одна воздушная петелька на подъем. Переворачиваем вязание. Опять находим заднюю стеночку петельки. И начинаем опять в обратном направлении к кромочному краю провязывать столбики без накида. Опять вяжем все за заднюю стеночку. Сейчас у нас должно получиться 19 столбиков, поэтому мы вяжем и просчитываем, чтобы четко 19 столбиков у нас получилось. В конце ряда последнюю петельку мы провязываем не за заднюю стенку, а за полную петлю. Одну воздушную петельку на подъем провяжем, развернем вязание и начнем вязать опять в обратное направление, где у нас опять должно получиться будет 19 столбиков. И опять мы начнем прибавлять петельки уже на следующий ряд. Вот я подхожу к концу ряда, 18 столбик у меня, 19 последний, вот я в полную петельку провязываю. Ввела крючок и провязала столбик без накида. Одна воздушная петелька на подъем, разворачиваю вязание. Обращайте внимание, что разворачивать мы всегда должны в одну сторону. Тогда у нас красивый вот этот кромочный ряд получится. Развернули и опять вяжем за заднюю стеночку. Сейчас мы должны довязать до конца, и у нас должно получиться 19 столбиков без накида. Провязываем до конца и будем добавлять петельки. Провязала 18 столбиков, 19 провязываю в последнюю петельку за заднюю стеночку. И теперь мы опять будем прибавлять 2 петельки. Вот в следующую, в 20 петельку вводим крючок, провязываем столбик без накида. И в 21 вводим крючок, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петельку. Провязали. Одна воздушная петелька на подъем, разворачиваем вязание и опять в обратном направлении провязываем. Теперь уже у нас должен получиться 21 столбик. Мы провязываем до конца, получается до конца ряда мы провязываем 21 столбик. В последнюю петельку мы не за заднюю стеночку помним, а за полную петельку. Провязываем столбик без накида, одну воздушную петельку на подъем, разворачиваемся и вяжем опять в обратном направлении, провязываем 21 столбик. Поэтому провязываем, и я покажу, как мы дальше будем вязать. И вот я провязала 21 петельку, у нас осталось 2 петли. Мы теперь будем добавлять не 2 петельки, а мы добавляем всего 1 петельку. То есть вот сейчас в 22 петлю цепочки нашей мы вводим крючок и протягиваем ниточку. То есть мы провязали соединительную петлю. Провязали, провязываем 1 воздушную петельку на подъем, разворачиваем вязание. И опять вяжем за заднюю стеночку в обратном направлении. Сейчас у нас должно получиться 22 столбика. Провязываем до конца ряда. Последнюю петельку провязываем за обе стенки. Одна воздушная петелька у нас пойдет на подъем. И опять провязываем в обратном направлении. 22 столбика. Провязываем и будем дальше добавлять петельки. Вот я провязала 21 петельку, 22 последнюю провязываю. И вот у нас остается последняя петелька. И мы сейчас добавляем последнюю петельку, также вводим крючок в эту петлю, подхватываем рабочую нить и протягиваем.
одна воздушная петелька на подъем, разворачиваем вязание и опять вяжем за заднюю стеночку до конца ряда. Сейчас у нас должно получиться 23 столбика. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И так мы провязываем столбики без накида за заднюю стеночку до кромочного края. Вот я провязала 22 и 23 столбик у кромочного края провязываю за обе стеночки. Вот мы провязали один клин. Наша шапочка будет состоять вот 1, 2, 3 и 4 клин. Они у нас будут разные. Поэтому сейчас мы начинаем вязать второй клин. Мы опять начинаем с одной воздушной петельки подъема на ряд, разворачиваем вязание и провязываем 16 столбиков также за заднюю стеночку. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и так вяжем 16. 15 провязываем, 16 столбик все за заднюю стеночку вяжем. Далее прибавляем одну петлю, это 17 столбик у нас будет. Вводим за обе стенки крючок, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю. Провязали, одна воздушная петелька на подъем, разворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении опять 17 столбиков. За заднюю стеночку мы все провязываем. В конце кромочного края провязываем за полную стеночку последний столбик. У нас сейчас должно получиться 17 за полную стеночку провязываем. Одну воздушную петлю мы провяжем на подъем, развернем вязание и провяжем опять у нас в этом направлении к макушке вот до вот этого нашего первого столбика. Поэтому провязываем и вяжем дальше. 16 столбик провязала, вяжу последний 17, и сейчас мы прибавим 2 петельки. В 18 вводим крючок за обе стеночки, провязываем столбик без накида, это 18, 19 вводим крючок и провязываем соединительную петельку. Провязали, одна воздушная петля на подъем, разворачиваем вязание и опять за заднюю стенку вяжем в обратном направлении 19 столбиков. Провязываем 19 столбиков, одна воздушная петелька на подъем, разворачиваем вязание и опять в обратном направлении до вот этой нашей первой петельки провязываем 19 столбиков. Вяжем. Провязываю 19 столбик уже на макушечке, вот я провязала. И теперь мы опять прибавляем 2 петельки. В 20 петлю вводим крючок за полную петлю, провязываем столбик без накида и в 21 вводим крючок, протягиваем соединительную петельку, провязываем. Провязываем одну воздушную петельку на подъем и опять в обратном направлении начинаем вязать к кромочному краю. В конце провязываем одну воздушную петельку на подъем, разворачиваем вязание и возвращаемся опять назад к нашей первой петельке. Вот я провязала 20 петельку, 21 последнюю провязываю за заднюю стеночку. И вот смотрите, когда мы вязали первый клин, когда мы провязали 21 петлю, в конце мы добавляли по одной петельке, но сейчас во втором клине мы добавим сразу 2. То есть в 22 мы провязываем столбик без накида, а в 23 мы провязываем соединительную петельку, вводим крючок и протягиваем рабочую нить. Одна воздушная петелька, разворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении 23 столбика.
Вот я вижу 22 столбик и 23 в конце кромочного края. Получается у меня за полную петлю, за обе стеночки я провязываю. И вот так вот у нас получается, это у нас половина шапочки. Обратите внимание, что когда мы провязывали первый клин, вот он у нас состоит, вот я буду считать по гребешкам. Вот, получается, мы вязали вот раз, 2, 3, 4, 5 гребешков. А второй клин у нас состоит всего из 1, 2, 3, 4. Так вяжется эта шапочка. Сейчас мы начнем провязывать, опять повторять первый клин. Когда мы провяжем, вот сейчас третий клин, он будет вязаться как первый, четвертый клин мы будем вязать, как вязали второй. В описании я закреплю по времени, чтобы вы нажали просто и по ссылочке сразу перешли на то время, где мы начинали вязать первый клин. И также оставлю ссылочку, чтобы вы сразу нажали, кликнули и перешли к началу вязания второго клина. Сейчас третий клин мы вяжем так, как вязали первый клин, и четвертый клин мы вяжем так же, как вязали второй клин. То есть я сейчас опять начинаю провязывать одну воздушную петельку на подъем, разворачиваю вязание, провязываю 16 столбиков. Провязала 16 столбиков за заднюю стенку, 17 провязываю за обе петельки соединительной петлей. Одна воздушная петля на подъем, разворачиваю вязание и опять вяжу. Переходите, кликайте в описании на ссылочку, как мы вязали первый ряд, первый клин, провязывайте, повторяйте первый клин, следом за ним провязываете второй, то есть у нас должно быть таких вот 4 клина, и я далее буду показывать, как мы будем завершать и соединять шапочку. И вот я провязала 4 клина, вот у меня первый, второй, третий и четвертый клин. И получается наша шапочка готова, и теперь нам осталось ее только сшить по швам. Вот она получилась вот такая вот у нас. И теперь мы вот так складываем шапочку пополам, и чтобы вот эта конечная наша рабочая нить смотрела на нас, мы разворачиваем. Теперь, чтобы она от нас была, вводим крючок в петельку, подхватываем рабочую нить вот так вот и протягиваем. Протянули и затянули ниточку, затянули и соединительной петелькой провязали. Маленько оттянули и теперь опять разворачиваем к себе. Развернули, взяли петельку эту на себя, подтянули ее еще раз, и теперь опять вводим крючок вот в эту же, в самую первую петельку, откуда мы уже протягивали ниточку, и в первую петельку на второй половинке шапочки. Подхватили рабочую нить и протягиваем вот через вот эту первую петельку. Так нужно сделать, чтобы у нас при сшивании шапочек не было тут ступеньки, и было ровно. И теперь дальше нам нужен будет крючок номер 6. Мы будем сшивать шапочку крючком номер 6. Теперь мы подхватываем вот первая половинка и вторая половинка шапочки. Мы подхватываем, вводим крючок в одну петельку и во вторую петельку на второй половинке шапочки. Подхватываем рабочую ниточку и протягиваем соединительную петельку, провязываем. Опять ввели в одну петельку, во вторую петельку, подхватили рабочую нить и протягиваем соединительную петельку. Здесь мы вяжем свободно, не стягиваем, чтобы у нас не было стянутого соединительного шва. Подхватили рабочую ниточку и провязали. Ввели крючок, рабочую нить подхватили и провязали. И так мы провязываем до последней петельки и будем соединять макушечку. Я довязала до последней петельки, вот немножко подраспущу тут ниточку, которая у нас была на начальной цепочке воздушных петель. Я ее сейчас
узелочек, который я завязывала в начале, я вот его развязываю, и вот она у нас, вот эта вот ниточка. Все, теперь мы ниточку обрезаем рабочую, сильно длинную делать не стоит. Вот, теперь берем крючок, и мы будем вот через наши петельки, которые у нас вот на макушечке, вот у нас вот так должно получиться, вот находим вот эти дырочки, и ниточку мы протягиваем через эти дырочки. Вот, протянули ниточку, и теперь подтягиваем. Протянули и завязываем на узелок. На 2, на 3, кому как удобно. Все, потом можно эти хвостики спрятать, можно оставить. Я вот так вот завязываю всегда. Вот такой хвостик внутри шапочки я всегда оставляю. Вворачиваем шапочку, расправляем пальчиками тут макушечку, чтобы она у нас остренькая была. Вот видите, если повернуть, сейчас вы не найдете, где наш шовчик. Вот, шапочка очень удобна, она тянется очень хорошо, ее можно носить на любой размер. И вот такая вот шапочка у нас получилась. Вот у нас была шапочка с отворотом, и мы связали такую же практически шапочку, только без отворота. Поэтому как вязать шапочку с отворотом, я ссылочку оставлю, переходите, вяжите. И также можно шапочки с отворотом и шапочки без отворота связать замечательный комплект шарфик. Поэтому подписывайтесь, кто на меня еще не подписан, ставьте лайк, мне будет очень приятно. И до встречи в новых интересных видео.